Всем привет! Сегодня приготовим консервированные огурцы на зиму. Рецепт очень простой. В банке кладем 1-2 зонтика укропа. Добавляем по 2 зубчика чеснока. 1 острый перец нарезаем колечками с шириной 1-2 см. В каждую банку кладем по одному колечку острого перца. Также в каждую банку насыпаем по 4-5 горошин черного перца. У каждого огурца срезаем оба кончика, а сами огурцы нарезаем кружочками. На 1-литровую банку понадобится примерно 600 грамм огурцов. Нарезанные огурцы выкладываем в банку. Стараемся сложить как можно более плотно. Все банки нужно хорошо помыть содой. Стерилизовать их не нужно. Готовим рассол. В кастрюлю насыпаем 100 грамм сахара, 60 грамм соли. Наливаем 2 литра воды. Этого количества рассола хватает как раз для 4-литровых банок огурцов. И сюда же наливаем 100 мл 9% уксуса. Ставим на огонь и доводим до кипения. Сразу же стерилизуем крышки. В кастрюлю кладем крышки и заливаем водой. Когда вода закипит, кипятим примерно 1 минуту и снимаем с огня. Воду сливаем. В отдельную кастрюлю кладем полотенце, сложенное вчетверо. Сверху ставим банку с подготовленными огурцами. Сразу же нагрейте воду, которую будете заливать в эту кастрюлю. Рассол закипел, снимаем его с огня и заливаем в уже подготовленные банки с огурцами. Накрываем стерилизованной крышкой. В кастрюлю с банкой наливаем горячую воду. Если залить холодную, то банка может лопнуть. После закипания воды в кастрюле уменьшаем огонь до минимума и стерилизуем литровые банки 10 минут. Если банка больше, то на каждый литр добавляйте еще 5 минут дополнительного времени. Прошло 10 минут. Вынимаем банку из воды и закатываем. Закрытые банки переворачиваем вверх дном. Накрываем одеялом и оставляем остывать. Огурцы готовы. Переворачиваем их и храним в темном месте. Огурцы кружочками по этому рецепту получаются не кислыми, хрустящими и очень вкусными. Рецепт проверенный. Я огурцы закрываю таким способом уже не первый год, и нам они очень нравятся. Готовятся несложно и всегда получаются. Следующим приготовим домашний кетчуп на зиму. Он удивительно вкусный и ароматный. Попробовав один раз, вы всегда будете делать только его. Сначала подготовим все ингредиенты. Помидоры разрезаем на части и вырезаем место крепления плодоножки. Нарезаем их произвольными кусками. Всего понадобится 4 кг помидоров. Этот рецепт прекрасно подходит для утилизации разных помидоров. С помидорами сорта сливка кетчуп получается гуще. Все помидоры перекладываем в большую широкую кастрюлю. У меня кастрюля объемом 12 литров. У сладкого перца вырезаем серединку с семенами. Нарезаем произвольными кусками. Понадобится 3 перца. Перец тоже добавляем в кастрюлю к помидорам. Полкилограмма яблок разрезаем на кусочки и вырезаем сердцевину. Яблоки нарезаем небольшими кусками. Кладем в кастрюлю. 5 луковиц тоже нарезаем произвольными кусочками. Кладем в кастрюлю. 2 острых перца тоже нарезаем кусочками. Я семена у перца не удаляю, с ними кетчуп получается немного острее. Если хотите менее острый кетчуп, то семена можно убрать, тогда острота будет еле заметной. Острый перец тоже добавляем в кастрюлю. Сюда же кладем 8 зубчиков чеснока, 10 горошин черного перца, 10 лавровых листов. Лавровый лист берите целый, не поломанный, так как его потом нужно будет выловить. Насыпаем 250 грамм сахара, 2 столовых ложки соли, 1 чайную ложку молотой корицы и 1 чайную ложку молотого черного перца. Все ставим на огонь. Перемешиваем, чтобы соль и сахар попали на овощи, и они быстрее пустили сок. Накрываем крышкой и ждем, пока овощи закипят. Стерилизуем банки. Вымытые банки ставим в холодную духовку. Я их помыла содой. В
Включаем духовку на 150 градусов и стерилизуем примерно 20 минут. Закаточные крышки кладем в сотейник и заливаем водой. Ставим на огонь. Когда вода закипит, стерилизуем крышки 1 минуту и снимаем с огня и сразу же сливаем воду. Овощная масса закипела, снимаем крышку и варим на небольшом огне примерно 1,5 часа. Несколько раз за время варки овощи перемешиваем, чтобы ничего не пригорело. Прошло 1,5 часа, овощи сварились. Чтобы кетчуп получился гуще, я сливаю лишнюю жидкость. Всего я забрала примерно 400 мл жидкости. Ее тоже можно закатать в банку и добавить, например, при варке борща. Теперь вынимаем весь лавровый лист. И по возможности вынимайте черный перец горошком. Кастрюлю для удобства можно снять с огня. Всю массу пюрируем погружным блендером. Также можно воспользоваться любым измельчителем, чашей, мясорубкой или перетереть через сито, но нужно будет подождать, пока масса немного остынет. Погружным блендером можно измельчать сразу. Соус опять ставим на плиту. Перемешивать нужно практически постоянно, так как он очень быстро пригорает. В пюрированную массу наливаем 70 грамм 9% уксуса. Все перемешиваем и ждем, пока вся масса закипит. Будьте внимательны, масса густая и может сильно брызгаться. Горячий кетчуп наливаем в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 9 банок кетчупа по 400 мл каждая. Кетчуп по этому рецепту получился очень вкусным и ароматным. Я уже несколько лет подряд пользуюсь этим рецептом и пока не собираюсь его менять. Готовится несложно и его сразу получается много. Если вы хоть раз попробуете такой домашний кетчуп, то откажетесь от покупных навсегда. Следующими будем консервировать помидоры половинками на зиму. Я заготавливаю помидоры по этому рецепту уже не первый год. Он мне нравится своей простотой и вкусовыми качествами. Сначала приготовим рассол. В кастрюлю наливаем 2 литра воды. Насыпаем 2 столовых ложки соли, 6 столовых ложек сахара, 10 лавровых листов, 10 горошин черного перца и 80 мл столового 9% уксуса. Кастрюлю ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты и снимаем с огня. Из рассола вынимаем лавровый лист и даем ему немного остыть. Пока остывает рассол, подготовим все ингредиенты. 6 луковиц среднего размера нарезаем полукольцами. Измельчаем большой пучок петрушки. 3,5 кг помидоров небольшого размера моем, разрезаем пополам и по желанию вырезаем плодоножки. В чистую 1,5-литровую банку кладем слоями сначала 2 нарезанные луковицы, затем измельченную петрушку. И сверху выкладываем половинки помидоров срезом вниз. Все заливаем приготовленным уже немного остывшим рассолом. На дно кастрюли кладем сложенное полотенце. Сверху ставим банку с помидорами. Накрываем чистой стерилизованной крышкой. Закручивать ее не нужно. В кастрюлю с банкой наливаем воду и ставим на огонь. После закипания воды в кастрюле уменьшаем огонь и стерилизуем банку с помидорами 15 минут. Спустя 15 минут банку достаем из воды и герметично закрываем крышкой. Банки с помидорами переворачиваем вверх дном, накрываем полотенцем или покрывалом и оставляем в таком положении до полного остывания. Помидоры по этому рецепту получаются очень вкусными и ароматными, в меру солеными и не кислыми. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно.